Всем привет из ветреного Дублина, Ирландия, в которой я обитаю уже последние 10 лет. Вот вы смотрите мои видосики о моих путешествиях по всему миру, но вот что-то про Ирландию у меня не особо чего снято. И я тут задумался, о чем бы снять, и решил совместить приятное с полезным. Это видео о ирландских барах, о том, как они выглядят по-настоящему, настоящие ирландские бары, а не те, что вы увидите вокруг всего света. В Дублине порядка 800 баров. Собственно, практически на каждом перекрестке вы найдете бар. Я, конечно, не всех вам покажу, но покажу мои любимые и знаменитые бары Дублина. Я планирую посетить 5, 6, 7 баров, и к концу этого видео я могу быть немножко не в форме, но если что, я вас уже предупредил. И вы меня сегодня увидите часто, потому что этот чувак сегодня будет совсем не огурчик. Ну и пока я двигаюсь к первому своему бару по улицам Дублина, сегодня очень здесь бизи, так сказать, очень много людей. Сегодня гельские игры. То есть у них есть свои национальные виды спорта: гельский футбол, гельский хёрлинг. И сегодня они играют в Дублине, один из центральных матчей, поэтому здесь очень много людей. Когда-нибудь я все-таки соберусь и запишу видео про гельские виды спорта, про ирландские виды спорта. Вы, главное, почаще напоминайте мне в комментах. Кстати, эти два вида спорта являются самыми популярными видами спорта в Ирландии. Третье место занимает регби, ну а нормальный футбол только на 4-й позиции. В Ирландии рядом с каждым баром обязательно имеется беттинговая контора. Вот тут вот беттинговая контора, Paddy Power, вот это бар. То есть вы можете в течение дня видеть миграцию людей из бара к ставкам, из ставок в бар. Вот так вот люди эмигрируют и наслаждаются выходными. Вообще в Ирландии очень популярен этот беттинг. То есть если у нас в наших краях, если вы делаете ставки, то это как бы not good, то здесь это вообще нормально. Все об этих ставках постоянно на работах говорят и все такое, на что ты поставил и так далее. То есть они очень такие азартные ребята. Ну что, наш первый районный бар. Идем вот в этот бар. Нужно же начинать-то уже подквашивать-то, а? Yeah, can I have Guinness? A pint of Guinness. And I'll have baby Guinness. What's a baby Guinness? A baby Guinness. That's like a small shot on Guinness and a little bit of Baileys, like liqueur. But if you know that you have a long day and you want to start with something, that's something to start, and then you can get to something. Where are you from? Well, we can say that we're locals for now because we've been here for 10 years already here. You don't have an Irish accent. I don't have Irish accent, indeed. That's right. Yeah, we definitely don't. We don't. We're not Irish, but we've been here for 10 years. Well, where are you from? I'm from Moldova. We're from Moldova. Moldova? Yeah. Yeah, I'm Russian. Oh, yeah. Yeah. I actually don't. I built an airport. No, it wasn't Moldova. Where the fuck was it? I'll tell you, the Russian mafia control it. Oh, yeah. Maybe. Okay. Minsk. Minsk. That's Belarus. And the airport was built here and shipped over there and erected there. Oh, there was fucking massive money about it. But it's the World Bank's paid for that. Yeah. But I had envelopes for certain individuals, you know. Yeah. There you are, John. There you are, Jimmy. There you are, Nick, and all mafiosi, right? And, Yeah, classical. oh, everything Classical. went hunky dory. Are you local here? You live around? I live about 4 or 5 miles north Oh, of here. okay. And just like a question, because in which country that we're visiting, like for tourists, we're always coming back to Poland, but in each country there is an Irish pub. Why do you think people like Irish pubs and tourists are coming specifically for this? Guinness!
Am I right? Yes. Yeah, but nowadays you can buy Guinness everywhere. And moreover, the friendly atmosphere. Yeah, friendly atmosphere, I think is the best. The Irish, There you have it. But you know, like every country we've been to, there is an Irish pub in every country, and there is like Guinness, but it's not the same. And we're asking, but why is like in each country there is an Irish pub? Why is so specific? But then it's like, yeah, it is the atmosphere, I guess. It is the listen, atmosphere. who populates the world? Who built America? Yeah, Irish for sure. Right. Cheers to that. You take it out of if you took all the workers out of the world and put them into Ireland, it'd fucking sink. Yeah. There'd be no room for them. Yeah. But too many. Why do all the immigrants come to Ireland? No, I'm not suggesting you're immigrants or anything like that. But they all come to Ireland because the money. It's the easy life. And who gives a shit, you know? The laid back attitude of the Irish, you know? I mean, we have a great life. Yeah. I mean, but you know why they're coming here? Because the life here is great. That's what it is. People good. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. There's one there, Rick. Photograph that. It'll cost you money. Did you show me the picture up here? That'll be €5. Sorry. Here's no room. Here's a photograph here. Irish humor. And criminal. And prisoner. And prisoner. Этот традиционный ирландский бар существует с 1866 года. Находится он, в принципе, в центре города. Как вы видите, изнутри бар обшит весь деревом. То есть пол деревянный, потолок деревянный, все вокруг деревянное, и поэтому он такой дышащий, манящий и домашний. Славится он не только Гиннесом и пивом, но и большой коллекцией виски. Как вы видите, атмосфера очень дружелюбная, очень живописный изнутри этот барчик, снаружи выглядит таким маленьким. И внезапно мы попали на экскурсию к местному завсегдатому этого бара. Ну и обычно ближе к концу выходных пол становится в барах немного липким от пива, и появляется такой своеобразный аромат. Ух, Ребзя, чудом ушел. Попали мы на такую своеобразную экскурсию в первом баре. Короче, Ребзя, история. Зарулили мы, во-первых, в Дейм бар. И у меня есть история про Гиннес ирландский, да? То есть это стаут, ну, понятно, всемирно известный. Прикол весь в том, что пил я как-то с ирландцами, ну, по работе, там, знаете, корпоративчик, и они мне рассказали, как настоящие ирландцы пьют Гиннес. То есть первый глоток Гиннеса, он у них у всех заканчивается реально вот под этой надписью Гиннеса. То есть он берет первый глоток, заканчивает его, и все время вот здесь заканчивают его. Я не знаю, как они это натренировывают, но реально 3 человека при мне одновременно сделали, поставили, и у всех на одной линии закончится. Я вот сейчас попробую. Не думаю, что получится, но попробую. Не допил. О, не допил, но Гиннес хорош. Короче, еще одна специфика ирландского бара. То есть было замечено, если бармен в баре не ирландец, то он может тебя тупо игнорить. Ты подходишь к бару, там он наливает, он бегает, там занят, ему на тебя ложить. Но если ирландец стоит за стойкой, ты только входишь в бар, он уже такой, чего тебе налить, куда налить, что сколько, что почем. Если даже ты сел, а не подошел к бару, он к тебе подбежит, сколько чего надо. То есть ирландцы очень такие полайт ребята и сразу уважают алкоголиков. Так, Ребзя, что делает ирландский бар специфическим ирландским? Не только обстановочка вокруг, юмор, эти фотографии, угары на стенах, да, дизайн и все такое. Но на самом деле, по мне, так бар делает его бармен.
То есть в ирландский бар, когда ты заходишь, даже в какой-то новый бар, ты заходишь такой, как бы немного стремаешься, что здесь, куда, где сесть, где, что, как. Первым делом у тебя там чуть ли не за стойки ирландский бармен крикнет тебе: «Эй, чувак, что ты хочешь, сколько, чего, как?» И ты так хоп, и сразу чувствуешь себя вроде как, почти как дома. Садишься, тебе приносят пивандер, ты такой после парочки глотков начинаешь чувствовать себя как дома. То есть в этом и есть прикол ирландского бара. Это его бармен, в который ты заходишь последние 10 лет, и там все тот же мужичок продает пивасик со своим юморком. Во время ковида у нас было запрещено продавать алкоголь, потому что народ кучкуется и типа распространяется зараза, и все бары были закрыты. Но вот этот вот бар, они продавали прямо из двери на улицу алкоголь, и здесь прям такой был открытый бар, и вот здесь вот мы как бы приходили потусить, попить горячего глинтвейна, либо пивасика, либо что покрепче. И здесь такая тусовочка, обычно человек 40 стояла, периодически прибегали копы, всех разгоняли, копы уходили за угол, и мы все продолжали. Ну, вот такая вот история у нас здесь была. Но бар, кстати, прикольный, он такой маленький, небольшой. Я, наверное, в него не пойду, потому что планирую еще в несколько зайти. Если я в каждый буду заходить, я долго не протяну. Ну, короче, принашел в туристический райончик, называется Temple Bar. То есть здесь, я не знаю, 20, 30, 40 баров. Это очень туристические бары, все сюда приходят пить пивандер, но на самом деле так, Гиннес, если обычно в баре стоит там до 6 евро, там, то здесь он в порядка чирика стоит одна пинта. Ну, я зайду в парочку, покажу вам, но это не мои любимые бары точно. Ну вот мы с вами добрались до первого нашего туристического бара, что находится в районе Temple Bar. Бар называется The Oliver St. John's Gogarty в честь известного ирландского поэта, писателя, драматурга и хирурга. Как видите, бар очень красочный, прям заманивает туриста войти, отведать напиток. Бар исполнен в стиле конца 19 века, и с первых же минут нас встречают традиционные ирландские напевы. В данном случае «Whiskey in the Jar». Вообще в Темпл-баре, почти в каждом баре сидят музыканты и играют традиционные ирландские мелодии. Короче, 2 пива нам вышло почти 18 евро. Ну, собственно, турист за этим и приехал. Послушать ирландскую музыку, попить ирландского пивка или эля. Вот и цены здесь соответствующие. Наверху, кстати, имеется отель и ресторан. Но сегодня мы по барам. Ну что, я добрался до самого известного бара в Ирландии, это Temple Bar. То есть весь район называется в честь этого бара Temple Bar. Культовый бар, как видите, он очень живописен. Сейчас я туда немножко загляну и посмотрю, как там атмосферка внутри. Пивандер там стоит, я подозреваю, где-то 10-15 евро за пинту. Жаба душит, не уверен, что куплю. Во всех туристических барах играет живая музыка. В основном это ирландская музыка, либо американская, так как большая часть туристов из Америки приезжает сюда навестить родину, так сказать, предков. Барши, конечно, атмосферненький, но Франция пивандер здесь гигантский, поэтому я пойду на побочу пивандер в другом месте. Местные ирландцы любят играть такую игру, что-то типа гольфа по барам. То есть они заходят в разные бары в течение дня. В каждом баре они выпивают по пайнту, да, по кружке пива, либо чего-нибудь другого, да. И так двигаются от бара к бару. И первый упавший, собственно, он является тем, кто проиграл. Но, с другой стороны, все остальные скидываются ему на такси, и он на такси добирается до дома. То есть вот такая незамысловатая игра. Попробуйте поиграть в своем городе. Следующий наш бар – это Harbour Master. Это вот этот бар. В нем компания, на которой я работаю, проводит иногда корпоративчики, снимает весь этот бар. Он довольно-таки внушительный, здоровый. И вообще здесь как бы такой бывший док,
в котором ремонтировали судно, походу, 100 лет назад, а теперь из здания сделали вот этот бар. Выглядит шедевральненько, можно туда заглянуть, что-нибудь перекусить или поесть. Пойдем посмотрим. Как выяснилось, эти доки таможни порта. А это здание георгиевского стиля было построено в 1830 году и служило офисом порта, где, собственно, заседал начальник порта. В 2000 году здание было выкуплено и переоборудовано под бар-ресторан. Как вы видите, с названием долго не парились, так и решили назвать «Харбор-мастер», что, собственно, переводится как «начальник порта». Бар имеет большой выбор дивных хмельных напитков, также хорошая коллекция виски. Ну а я сегодня на Гиннессе. Видите, второй взял безалкогольный. Кстати, по всей видимости, он продается только в Ирландии. Ну а Вика любит послаще Baby Guinness. Этот бар, как видите, более современный, и я бы сказал, у нас здесь был корпоратив, под корпоратив он, конечно, подходит, может прийти поесть сюда тоже неплохо, но как бы такой души и атмосферы, как во всех типичных ирландских барах, здесь, конечно, вы не найдете. Но должен вам показать был этот бар, потому что мне нравится само здание. Само здание, оно как бы немножко, наверное, модернизировано и перестроено. Из такого здания сделали бар. В ирландских барах есть традиция приходить в бары прям целой семьей по выходным. Они приходят, в основном это на выходных происходит. То есть там реально дети до 10 лет бегают по всему бару, носятся. Папа где-нибудь подквашивает, мама тоже с подругами подквашивает. И потом они через несколько часов выползают из этого бара. То есть это такая традиция, что ли. Но мне кажется, она идет от того, что Дублин, он разросся из разных деревушек, и эти районы до сих пор и называются такими именами. И в этой маленькой деревушке был обязательно бар, на этом перекрестке церквуха и магазин. То есть и они вот в этом крутятся. И они до сих пор, многие так и живут и на одном районе, где они выросли, там и продолжают жить и заканчивают свою жизнь. То есть там вот прям вот реально такое местное комьюнити в барах бывает, зависает. Так, я добрался еще до одного культового бара. On Ales. Пойдем заценим, что там как. Он тоже довольно-таки туристический, но чуть-чуть в стороне от Темпл-бара, но должен быть прикольным. Пойдем посмотрим. Бар О'Нил существует с конца 19 века. Находится в самом центре Дублина и видывал еще те самые времена борьбы за независимость Ирландии в начале прошлого века. Бар знаменит тем, что он сохранил традиционный вид ирландского бара. Как видите, дышит деревом, все эти уютные кресла, картины вокруг с юморком с ирландским. Одним словом, в этом баре вы почувствуете настоящую Ирландию. Также помимо большого выбора пива здесь имеется кухня традиционная ирландская, различные виды рагу, естественно, ирландские сытные завтраки, ну и так далее. Ну вот Вика взяла себе какой-то рыбный сэндвич. Кстати, если вы не знали, пиво Гиннес доставляется в бары не газированным, а абсолютно. То есть газификация происходит прямо на кране. То есть когда вам наливают пиво, в кран добавляется азот и углекислый газ. И, собственно, через этот газ проходит само пиво. Тем самым газифицируется сам напиток. В этом и заключается вкус, собственно, Гиннеса. Этот самый кремовая текстура и аромат. В Ирландии принято после того, как наливают Гиннес, дать ему чуть-чуть отстояться, чтобы пена осела, и доливается еще раз сверху Гиннес. То есть вы получаете полную пинту. Дублин, кстати, это город-миллионник, в нем живет 1 миллион людей, но город довольно-таки большой, так как город, по сути, весь двухэтажный. Вот видите на заднем плане? Я, в принципе, нахожусь в центре города, и весь Дублин выглядит вот так вот. Имеются, конечно, апартаменты, блоки такие, схожие с нашими там советскими. Я их где-то вот здесь покажу, да. Но ирландцы в основном там не живут, потому что изначально эти блоки были построены как социальное жилье для малоимущих, а
сами понимаете, жилье для малоимущих, которое выдает государство, там частенько наркотики присутствуют, алкоголизм и все остальное, все, что мы любим. И поэтому такой стереотип сложился у ирландцев, и даже если государство теперь строит новые апартаменты, сами ирландцы там жить не хотят, и там живут в основном понаехавшие, такие как я. И, по сути, каждый уважающий себя ирландец живет вот в таком небольшом домике. Да? За таким домиком обычно находится небольшой участок, на котором у него обычно лужайка, на которой он загорает, валяется и отдыхает. Чилит, так сказать. Вот так вот живут обыкновенные ирландцы. Самый старый бар Дублина – Brazen Hands. Рудик, скажи нам что-нибудь. Ладно, пойду посмотрю, что происходит здесь в этом баре, как он выглядит внутри, и покажу вам заодно. Так, это типа такой ярд, где вы можете курить, тусить и все такое. Внутри, конечно, курить нельзя в ирландских барах. Больше выглядит как ресторан, чем бар. Барчик. Конечно, очень туристическое место. Куча какой-то охраны. Вот такие вот блюда носят. Туда-сюда. Так как мы были с собачкой, внутрь бара нас не пустили, на что мы жутко обиделись и покинули этот бар. Так что подробно об этом баре я вам расскажу как-нибудь в другой раз. Фух. Итак, ребята, я добрался до самого такого супер кул бара, который закрытый бар, в котором нет ни одного окна, все окна закрыты, зашторены, и туда попасть не так легко. Одним словом, хозяин бара решает, пустить вас или нет. Но в этом баре очень частенько зависают звезды кино, музыки и так далее, потому что никто их не может видеть там. Они любят там посидеть. И вот в этот бар я сейчас попробую проникнуть. Короче, расклад такой. С нами была собачка, и мы всегда искали dog-friendly бары. И я напрямую хозяина бара спросил, можно ли нам с собачкой. Пытался уговорить, что собачка маленькая, но, тем не менее, он нас не пустил. После неудачи в прошлом баре мы решили заскочить перекусить. Забежали в традиционный ирландский бар под названием The Bunkers. Банкиры, одним словом, да? Бар банкиров в центре города. Мы забежали сюда перекусить, потому что они предоставляют большое такое меню местной ирландской кухни. Не все ирландские бары предоставляют еду, но крупный в центре города, да, можно заскочить и поесть. То есть, собственно, сейчас мы употребим еду и погоним дальше по барам. Цены, как всегда, прилагаю. Ребзи, как Лешка и сказал, мы зашли в ирландский паб покушать, и мы заказали, Леша заказал soup of the day, это суп с ирландским хлебом, салатик, а я заказала типичную beef Guinness pie. Это говядина, которая тушится непосредственно в пиве, в Guinness, и тушится оно буквально 8 часов или даже больше, и это говядина с картошкой, с морковкой, и это все покрывается вот таким вот слоем теста, и это все ест вот таким образом, и ложкой, естественно. Вот, так что приятного нам аппетита. Ну, не могли мы не шлифануть. Пока я снимаю это видео про бары, набрел тут на пешеходную улицу Графтон-стрит. Здесь очень много музыкантов и различных шоуменов выступает вечно.
Но такая тема, что, допустим, здесь очень их много, и государство, чтобы их контролировать, ввело лицензию для того, чтобы ты мог играть на улице. То есть они платят, по-моему, около 100-150 евро в месяц за то, чтобы играть. У них есть расписание, и по расписанию они забивают время, когда они играют на улице. Прям вы можете видеть, как они сменяются. Одни еще играют, а другие уже стоят в очереди их сменить. То есть вот такая вот бизи-улица, но довольно-таки творческая, и вы всегда на выходных, придя сюда, послушайте очень много уличных музыкантов. Можете послушать. Ох, все, ребята, я больше не могу. Не могу, это мой последний бар на сегодня, потому что больше, я чувствую, я не выдержу. Вам желаю отлично попить пивка вечерком. Но я думаю, это самое время попросить вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал, репостнуть видос. И напишите мне в комментах, что бы вы хотели узнать о Дублине, об Ирландии. Ну и вообще, пишите письма. Ух, добрался я до своего района. Сейчас доползу до моего локального барчика, где, по сути, все местные тусуются, никаких там туристов. Засяду, возьму пару пинт и буду наслаждаться своим вечерком, поглядывая, наверное, какой-нибудь там футбольчик. Ох, в Ирландии, как всегда, сыро и пасмурно. Да, кстати, не забудьте посмотреть мое видео из Белфаста. Там я посетил очень такой ортодоксальный, очень такой эпический барчик североирландский. Так что оцените североирландский барчик как минимум. Так что проходите по ссылочке и смотрите. В Ирландии каждые 15 минут меняется погода, так что всегда нужно быть готовым. И вот мы теперь под зонтиком, потому что заморосило. Да. Здесь такая погода, что всегда нужно капюшончик или зонтик с собой про запас иметь, так что будете проезжать, запаситесь. Фу, хоть и сыро и дождено, но я все-таки добрался до моего бир-дилера. Это мой локальный барчик. Пойдем запивандимся. И еще одна особенность ирландских баров – это вот такие вот зеркала с рекламой различных напитков. В основном это виски, либо Гиннес. Вот здесь Гиннес, здесь Джеймсон. Ну, в разных барах по-разному, разная реклама на этих зеркалах. Естественно, много фотографий. В этом баре, так как он ирландский, здесь недалеко стадион по Гелику. То есть здесь очень много фотографий о спорте. Гелик футбол называется. О нем я когда-нибудь все-таки сниму видео. Вот так во многих ирландских барах имеются диванчики, на которых люди сидят и засыпают, так сказать. Фу, короче, под конец дня я со стаута перелез на эль, на красный эль, на Смитвик. В этом баре мы дегустируем Смитвик. Ну, знаете, когда ты привык здесь жить, как бы для тебя все обыденное и немного чего интересного. Но для многих вас может быть что-то специфическое, хочется узнать об Ирландии, так что пишите мне в комментариях, что бы вы хотели узнать об Ирландии. Всем хорошего дня и пишите письма.